Всем привет, дамы и господа, с вами Попкорн, и вы на канале Попкорн Стримы. Давно не было для вас роликов, вот записываю, рассказываю, может быть вам и зайдет. По поводу спидранов. Спидраны это штука классная, я вам скажу, очень мне нравится. Давно, правда, не было моих спидранов, но я надеюсь, что я вдохновлю любителей и создателей контента на какие-то непопулярные решения. Почему? Ну, просто потому что спидранить одно и то же популярно, ну как-то такое себе, поэтому давайте смотреть, какие игрушечки у нас есть в непопулярном на спидранкоме. Сразу же скажу, что я беру небольшим списком, потихонечку, понемножку будем смотреть, что за игры, и расскажу вам небольшие правила. Тут все просто, правила в стиле светофор. Желтый, зеленый и красный. Почему такие цвета выбрал, сейчас вам все расскажу. Во-первых, желтый это спидран, который вы можете пройти за час. То есть час и меньше часа это спидран желтой категории. Спидран зеленой категории, все зеленые фигурки, как вы видите, это от чуть больше часа до 2 часов. И красная категория это от 2 часов, ну то есть чуть больше 2 часов и далее. То есть можно там 8 часов, 9 часов, есть и такие спидраны, выбирая вот такое. Потом смотрите, почему геометрические фигуры, почему круг, почему треугольник, почему шестиугольник. Все просто, это сложность. То есть, например, круг, ну это самая easy сложность. Треугольник, то есть вы понимаете, желтый треугольник, это получается у нас средняя сложность спидрана. Ну и шестиугольник это самое сложное. Я не уверен насчет шестиугольника, но будем стараться, конечно, смотреть вообще, в принципе, на игру, будем стараться, в принципе, вникать немножечко в какие-то контексты, даже если спидрана по игре нету, буду ее оценивать таким образом, чтобы вам, мы чтобы в курсе были, на всякий случай эти правила я сохраню в каждом ролике, если буду выпускать по спидранам, если вам будет интересно, если поддержите этот видос просмотриком. Так, ну, погнали, первая игрушка. Первая игрушка в нашем списке называется «Дикая Россия». Хоррор с открытым миром, где вам предстоит найти выход. Вам нужно уметь разбираться в сложных ситуациях, чтобы достичь цели. Почему, спросите, у меня желтый кружочек, и почему я поставил именно кружочек? Потому что игра, мне кажется, изи, и проходится она за меньше, чем за час, я 100% уверен, и хотя спидранов пока не было. Но я надеюсь на то, что кто-нибудь из моих зрителей скажет, а вот что-то вот заинтересовало, и хочется вот эту поиграть, пощупать игру. Поэтому погнали следующую игрушку смотреть. Порадую вас целой серией игр про 12 подвигов Геракла. Это серия игр в жанре тайм-менеджмент. Кто помнит старые добрые игры Avalar, тот, наверное, вспомнит всякие там веселые фермы. Вот это именно такой стиль, где игроки управляют ресурсами, улучшают свои здания, комплектовывают своих слуг и раздают им задания. В общем, вот это такой стиль этой игры. Почему, спросите меня, шестиугольник красный? Во-первых, прохождение игры не меньше 3 часов, мне кажется. Его при всем желании нельзя сократить, только если брать по уровням, то по уровню это быстро проходится, да, по уровням это, скорее всего, зеленый круг, это на изи. А вот из-за того, что игра тяжелая, в плане того, что нужно тут смотреть, тут за ресурсами следить, здесь там кое-что упустить, очень тяжело, когда особенно спидран слишком долгий, очень тяжело следить за всеми вещами, какие-то микроменеджментом за каким-то, надо за всем этим следить, поэтому, опять же, смотрите на свой страх и риск, целую серию игр вам открываю. Спидранов, ну, почти нету, я посмотрел, по некоторым есть, но именно вот конкретно полное прохождение там отсутствует. Посмотрел по некоторым сериям, кое-где есть именно уровни, кое-где там по чуть-чуть есть там, чуть-чуть там есть. В общем, посмотрите, может быть, вас заинтересует, сможете заодно потом и в какую-нибудь веселую ферму пойти. Она, кстати, тоже есть на спидранкоме, если вдруг кому интересно. 99 Fails Light. Это бесплатная аркадная игра, в которой игроки должны управлять своим персонажем, чтобы добраться до финиша. Сразу скажу, поставил специально красный круг, потому что вроде игра изи, но она нифига не изи. Я уже просто в нее играл, я уже немножко по ней знаю. Вот, сложный платформинг, это как с той птичкой, которая Angry Birds прыгала. Вот примерно такого же формата. Душно, но справиться можно. Adventure Light это такая же игрушечка, тоже платформинг, но тут чуть-чуть менее хардкорная, но в прохождении она все же немножечко вас замучает. Почему опять же треугольник? Потому что, скорее всего, от 2 часов, мне кажется, прохождения, ну то есть 2,
Возможно, конечно, будет за час прохождения, но я не уверен насчет часа. Но, в принципе, в теории, если потренить, если, может быть, какие-то стратки найдутся, которые смогут ускорить игру, ускорить прохождение головоломок, то, может быть, и быстрее все это сделать. Но это пока не знаю, опять же. Игра новая, игра недавно добавленная, навряд ли кто-то увлекается, видимо, просто добавили, ну и забыли про нее, никто ранов не делает. Поэтому, господа, беритесь, хватайтесь. Я понимаю, что игра не топовая, не Half-Life, но все-таки, может, присмотритесь, мало ли, вдруг вам захочется свой поставить рекорд в какой-нибудь игре, которую вы как бы не знаете, но вдруг зараните, так еще и вдобавок, может быть, скипы какие-то найдете. Так прикиньте, еще и скипы в честь вас назовут. По-моему, это вообще неплохой вариант. Так, и последняя игра в нашем списке. Аэропорт Madness 3D. Игрушечка в жанре симулятора, в которой игроку предстоит управлять аэропортом. Игрушка, опять же, мне показалась несложной. По ранам там буквально, меньше часа, явно меньше часа уровней, которые были по прохождению. Даже при всей сборке, мне кажется, часа и не наберется. Если всю миссию пройти сразу залпом, я думаю, не наберется. Вот, поэтому тоже советую вам посмотреть вообще, как играется. Возможно, для тех, кто любит симуляторы, для тех, кто хочет в ран симуляторов ворваться, такие варианты тоже вас могут устроить. Не знаю, насколько симулятор правдивый, насколько он правдоподобный вообще, и можно ли как бы там поиграться немножечко, чтобы как бы easyware устроить, но, скорее всего, может быть, можно как-то подкорректировать. Вот, на сегодня тогда все, господа. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки, дизлайки, комментировать, ну и не забывайте заходить на мои стримы, попкорн-стримы, если вдруг кому интересно что-то у меня спросить. Все, всем спасибо и всем пока-пока.